Где вы сегодня покупаете ссылки, это часто задаваемый вопрос нашими клиентами. Причем мы проводили исследования, выкладывали его на блоге devaka.ru о том, что в русскоязычном сегменте в 6 раз чаще спрашивается непосредственно именно покупка ссылок, а и не их создание. И стадами прям пасутся. Если брать англоязычный сегмент, то ситуация кардинально другая. Там как раз в 9 раз чаще спрашивается link building, а не buy links. Существует два основных метода по созданию ссылок. Это черные методы и белые методы. Причем черные методы, они более популярные среди SEOшников. По одной простой причине их проще выполнять. Если говорить про русскоязычный сегмент, то используются в основном биржи ссылок, такие как Mirrorlinks, GoGetLinks, Sape и, возможно, какие-нибудь другие, там Rotopost. Я даже не помню полностью все их названия, потому что давно их не использую и туда не захожу. И причем некоторые еще даже верят, что они работают и дают результаты. Вот жесть! На самом-то деле основные результаты, которые они дают, это наводят фильтры на ваш сайт и пессимизируют его в выдаче. Если же говорить про белые методы, то, конечно, они более трудоемкие, тяжелые. И в этом видео я хочу вам рассказать, как правильно реализовывать непосредственно белые методы. Также вы узнаете, почему внешние ссылки все-таки оказывают огромное влияние на продвижение сайтов. И те, кто меня не знает, меня зовут Улитовский Анатолий, я директор и основатель компании SEOquick. Прежде чем перейти к основному вопросу, у меня вопрос к тебе. Считаешь ли ты, что сегодня работает крауд-маркетинг? Кто не знает, это ссылки с форумов и статей в блогах, именно непосредственно в комментариях. Если считаешь, что не работает, напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях, потому что подписчикам нашего канала, в том числе и мне, будет интересно мнение, которое бытует сегодня. Ну, а мы переходим к основному вопросу. Начну я свой рассказ непосредственно именно с влияния ссылок, потому что некоторые считают, что сегодня ссылки не влияют на результаты в поисковой системе. Давайте посмотрим историю, почему вообще было создано ссылочное ранжирование. Если вспомнить первые поисковики, это Yahoo, AltaVista, они предоставляли на тот момент самые лучшие результаты. Есть что вспомнить. И тут появился Google со своим новым алгоритмом ранжирования, непосредственно именно ссылочное ранжирование. Его создал Сергей Брин и Гарри Пейдж. И этот алгоритм, он учитывал непосредственно влияние ссылок с других сайтов. И его назвали PR. Google после этого начал предоставлять самую актуальную выдачу. Сегодня эта поисковая система забрала практически всю поисковую выдачу. Если смотреть на влияние поисковых систем, то влияние от Google там около 90%. То есть это просто громадная цифра. Если они не монополисты, то очень близки к этому, потому что там влияние того же Bing, Yahoo, DuckDuckGo и, допустим, там других поисковых систем в англоязычном сегменте и в других языках оно какое-нибудь минимальное. Если же говорить про русскоязычный сегмент, то Яндекс, он пока лидирует именно непосредственно по поисковому трафику. И Яндекс в свое время, еще в декабре 2013 года, Александр Садовский сказал, что Яндекс планирует отказаться непосредственно от ссылочного ранжирования. Да ладно! И они обещали, что первые тесты будут проводить в Москве, потом перейдут на другие регионы. Но на самом-то деле это возврат к проваленной стратегии многих лет, которая не сработала еще при первых поисковиках, Yahoo непосредственно и AltaVista. SEO-сообщество, конечно, не поверило, и Яндекс ввел после этого фильтр -Sings. И Яндекс, понятное дело, также учитывает непосредственно именно ссылочное ранжирование. Вводя этот фильтр, они уже забыли про свои обещания, что они собираются создавать поисковик без ссылочного ранжирования. Поэтому ссылки, они, в принципе, даже сегодня играют огромную роль непосредственно в продвижении сайтов. Если брать мнение тех же специалистов компании Google, Андрей Липецев на конференции для веб-мастеров заявил, что линк-билдинг и контент — это самые важные алгоритмы ранжирования. Ну, естественно! И если просматривать анализы крупных SEO-агентств, ресурсов, таких как Moz, Ahrefs, Majestic SEO, они много лет проверяют взаимосвязь
позиции сайтов непосредственно и количество и качество ссылочной массы. Я вам скажу, эта корреляция, она не снижается. То есть, если брать первые места, то у них в 2,2 раза больше внешних ссылок, чем у второго места. То есть, влияние от ссылок, в принципе, огромное осталось, и эта динамика не меняется. Как измеряется непосредственно вес ссылок? В свое время вот Google ввел этот параметр PR, долгое время он был активный, его можно было проверить, но так как многие его постоянно проверяли и сверяли свои результаты и не могли понять, почему PR не соответствует их позиции в поиске, Google решил этот параметр скрыть. Остановитесь! Потому что все-таки ссылки это не единственный алгоритм ранжирования, есть множество других показателей, почему сайты занимают определенные позиции. И сегодня этот параметр проверить нельзя. Но при этом он действительно является одним из основных алгоритмов ранжирования, и он существует. Это же говорил Гарри Иллис, ведущий аналитик компании Google, о том, что до сих пор использует этот параметр. И сегодня практически этот параметр измеряет это другие крупные SEO ресурсы, такие как Moz, Majestic, Ahrefs, и смотрит непосредственное влияние количества внешних внутренних ссылок на определенную страницу сайта, и отсюда формируется вес именно ссылок. Просто невероятно. В основном этот параметр проверяется в зависимости от количества других ссылок, которые ссылаются на определенную страницу сайта. Допустим, если это ссылка какой-то там Википедии, New York Times или CNN, или если брать там русскоязычный сегмент, там Корреспондент, Лента, то понятный вес будет огромный. Блоги какие-нибудь поменьше, менее известные, которые имеют меньше трафика, меньше внешних ссылок, они передают меньше веса. И тут важная взаимосвязь непосредственно релевантности, да, то есть если взять какой-то там журнал Forbes и какой-то блог, который, понятно, далеко не стоит рядом с Forbes, но он более релевантный непосредственно вашему сайту, да, если брать ту же тематику SEO, то лучше, конечно, получить ссылку с блога devaka.ru, чем с Forbes. Естественно. Да, почему? Потому что Devaka все-таки это целевая аудитория, именно SEOшники, и этот вес он будет более чистый, более правильный. Поэтому сегодня важно проверять не только авторитетность домена, а и непосредственно именно, чтобы этот домен был в вашей тематике, потому что Google изучает именно релевантность ссылок. Ссылки бывают двух видов: nofollow и dofollow. Nofollow ссылки это те ссылки, которые не передают ссылочный вес. Этот параметр ввел в свое время Google и попросил непосредственно проставлять тегом nofollow те ссылки, которые были либо проплаченные, либо сомнительного качества, и практически все сегодняшние комментарии или форумы, они проставляют тег непосредственно nofollow. То есть, если брать крупные сайты, Reddit, Quora, Facebook, Pinterest, Instagram, везде это nofollow ссылки, они вес как таковой не передают. Мне хочется плакать. Dofollow ссылки, они непосредственно передают вес сайту. Но при этом nofollow, я вам скажу, они также забирают вес непосредственно у сайта, когда они ссылаются непосредственно на другой контент. Просто они вес не передают. Зачем тогда проставлять nofollow ссылки для многих сайтов? Допустим, это начал делать Forbes, это делает CNN, чтобы контент не создавался ради внешних ссылок. Да? Когда вот создается непосредственно контент и делается внешняя ссылка, эта внешняя ссылка, она должна нести какое-то определенное качество, она должна дополнять контент, поэтому проставляется ссылка nofollow. И сегодня nofollow ссылки, они разбавляют непосредственно ссылочный вес. И многие компании, такие как Ahrefs, SEMrush, они проводили исследования и смотрели взаимосвязь количества nofollow и dofollow ссылок. И практически все сайты, которые в топ-10, они имеют какой-то определенный процент nofollow ссылок, там 15-30%, там в зависимости от сайта. Он говорит все четко, все по делу. То есть, если вы будете концентрировать свое внимание только на dofollow ссылки, возможно, вы непосредственно пригласите поисковик перепроверить, да, что у вас ссылки созданы только для SEO. При этом nofollow ссылки, они также хорошо работают тем, что они сообщают о вашем контенте. Допустим, если вы поставили ссылку на какой-то социалке, и к вам перешел трафик, о вашем сайте узнали, контенте узнали, больше редакторов посмотрело ваш контент, и, возможно, они проставят какие-нибудь dofollow ссылки непосредственно именно на ваш сайт. Славно.
То есть также это трафик, который будет идти по nofollow ссылке с каких-то крупных ресурсов, он показывает какое-то определенное поведение на сайте. Это не прямое ранжирование, то есть это также продвижение. Поэтому сходить с ума не стоит, и многие сайты, они создают просто классные внешние ссылки, которые являются релевантными, которые могут дать результаты. А nofollow или dofollow ссылки, это уже относится как бы больше все-таки на второй план. И последним вопросом давайте обсудим именно методы создания ссылок. Как я уже говорил в начале, есть черные и белые методы. Черные методы это PBN, это крауд-маркетинг, это биржи ссылок. Допустим, возьмем PBN, потому что многие русскоговорящие компании, которые продвигают на Запад, они часто предлагают непосредственно именно этот метод создания ссылок. Купи, не пожалеешь! Но поисковики, в том числе Google, они давно уже проследили все эти стратегии тем, что покупаются какие-то просроченные домены, которые не были продлены, их называют drop domain, expired domains, и поисковик непосредственно видит, да, что поменялись имена владельцев этих сайтов, они появились, и непосредственно все изменения в их контенте это именно создание каких-то внешних ссылок или просто 301 редирект. На самом-то деле поисковик, и в том числе Джон Мюллер много раз сообщал, что они не учитывают 301 редирект в такой ситуации, и также само не учитывают вес непосредственно с этих PBN-ов. Вот это правильно. Мало того, если их сильно много, они могут еще и наказать, наложить фильтры, ручные санкции. Это необходимо долго выходить, отказываться от этих ссылок и по возможности, конечно же, удалить. Если говорить про биржи ссылок, вы просто представьте, что вы зайдете на биржу ссылок, выкачите базу доноров, то же самое может сделать поисковик, зайти на любую биржу ссылок, выкачать базу доноров и присвоить им определенные галочки, да, что эти сайты пытаются манипулировать результатами выдачи. Все пропало. Ничего хорошего здесь нету, не используйте эти стратегии, они давно уже не работают. Какие же стратегии работают? Это белые методы. Проблема белых методов в том, что их мало сегодня кто умеет делать. И при этом сложно создать много ссылок именно непосредственно в первые месяцы работы. Так как мы знаем, много заказчиков спрашивают, сколько вы создадите ссылок в первый месяц, во второй месяц. Любой, кто занимается черными методами, он вам скажет там сотню ссылок, там даже 1000 ссылок. На самом-то деле белыми методами это практически нереально, потому что белые методы, они учитывают существующий контент и какую-нибудь определенную стратегию Outreach. Я уже писал статью про Outreach, рассказывал, как это работает. На самом-то деле изначально надо посмотреть ваш существующий контент и отсюда уже подбирать стратегию. Самая популярная стратегия это Skyscraper техник Брайана Дина. Она заключается в том, что у вас есть какой-то определенный контент, находится в интернете другой контент, который был создан там много лет назад, как правило, берется от 3 лет. Ну, получается просрочено. И это контент, который имеет множество внешних ссылок, но он уже морально устарел, там не актуальная информация. То есть проводится outreach непосредственно владельцам этих площадок, которые делали ссылки на этот контент. И говорится, вы знаете, я создал более актуальный, более правильный контент. Вы ссылаетесь на какой-то устаревший контент. Эта методология называется Skyscraper техник. Вторая методология это link reclamation или broken link building, когда непосредственно находится множество битых ссылок и предлагается взамен ваши ссылки, то есть какие-нибудь страницы сайта существовали, потом по каким-то определенным причинам их удалили, возможно они не актуальны, не полезны, или это было случайно произведено, то есть роли в данной ситуации не играет. Действительно. Создаете похожий контент или возможно он у вас есть и предлагаете непосредственно в обмен. Вы пишете владельцам площадки, вы знаете, вы ссылаетесь на какую-то битую ссылку, у меня есть вот похожая ссылка, пожалуйста, сделайте ссылку на мой сайт. То есть методов можно использовать много, желательно максимальная персонализация и не писать какие-то длинные имейлы. Проблема с белыми методами, что многие они копируют какие-то готовые темплейты, то есть это шаблоны писем и начинают массово их рассылать. Это не работает. Необходимо писать всегда индивидуальный outreach, а темплейты только использовать с одной целью подчеркнуть идеи каких-то других блогеров. Если они их уже выложили, поверьте, 1000 других сайтов их рассылают. Вот это жестко, конечно.
Третий метод создания внешних ссылок — это какие-то директории, это каталоги. Здесь это больше актуально для локального продвижения. Это действительно сегодня работает. Главное не делать это автоматически, то есть ручной труд, непосредственно зайти и сделать регистрацию. Мы уже писали статью про региональное продвижение сайтов, мы показывали множество примеров, в том числе МОЗ проводил свое исследование, что эти ссылки до сих пор работают. Четвертый метод — это гостевой постинг. Я вам скажу, что многие говорят, что в русскоязычном сегменте это не работает. На самом-то деле это еще лучше работает, чем, я не знаю, чем даже, наверное, эти биржи ссылок, потому что при гостевом постинге взаимодействия напрямую можно создать множество классных ссылок. И мы за 2 года уже написали больше 300 гостевых постов непосредственно при взаимодействии напрямую для других сайтов. Главное идти вперед к своей цели и ни на что не отвлекаться. Причем это многие сайты, такие как Деваго, Серпстат, РБ.ру, SEO News. То есть там множество сайтов, которые непосредственно сделали ссылку на нас, или это какое-то упоминание. И непосредственно это работает что для англоязычного сегмента, что для русскоязычного сегмента. Самое важное — создавать качественный контент, хороший контент. Эти деньги, которые вы тратили на биржу ссылок, лучше потратить на создание этого классного контента. Найдите копирайтера, который хорошо знает тематику, который умеет классно писать, или пишите самостоятельно и предлагайте этот контент другим площадкам. И последний метод создания ссылок — это анализ ссылок ваших конкурентов. То есть заходите в Ahrefs, в Majestic, смотрите внешние ссылки конкурентов, понимаете, каким методом они были созданы, и внедряете эту методологию непосредственно для вашего сайта. Там стратегий очень много, в том числе это может быть социальная программа. К примеру, мы проводили что для России, что для Украины. Социальная программа очень хорошо работает. Непосредственно это scholarship, какие-нибудь ссылки именно с университетов, правительственных организаций. Довольно-таки хорошо работает. Я вам скажу, не только для нашего сайта, в том числе и для региональных сайтов, для которых мы проводили эту социальную программу. Молодец! Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте нам множество вопросов. На все вопросы мы обязательно дадим ответы. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И я вам дам один маленький совет: удалите с ваших мобильных телефонов все социалки, Instagram, Facebook, потому что по исследованиям многих компаний люди проводят в социалках около 30-40 минут в день, просто листая эту ленту. Замените это время на более полезное, потому что это 30 дней в году времени вы просто проводите в мобильном телефоне из-за того, что листаете ленту. Если хотите общаться со своими друзьями, заходите с компьютера и общайтесь там, это все-таки будет отнимать меньше времени. И до новых встреч!